Это отрывок 13, или глава 13, как хотите. Вы уже примерно знаете, о каких событиях это повествование. Поэтому начнем с того, чем закончился предыдущий. Алексей мягко перекатился по траве и был уже на ногах. Скорее всего, интуиция. Почувствовал какое-то движение воздуха, движение тени с правой стороны. Ушел влево, крутанулся, прочертив ногой дугу, как торпеда весом более 100 килограмм, подсек нападавшего. В мгновение уже развернулся, прыгнул на него. Не давая опомниться, ударил костяшками пальцев в горло чуть в сторону от кадыка и сразу рванул тело. Прокатился по земле. Стоял уже на 4 конечностях и перехватил ногу второго, который летел в него как добрая кувалда. Отбросил ее в раз в сторону, перекувыркнувшись на противника, и влупил обеими коваными каблуками в бочину потерявшего равновесие быка. Попал, видно, в печень, и хорошо попал. Человек рухнул без крика. Первый тоже был отключен. Этот удар в сонную артерию без всяких усилий успокаивал противника минут на 20, если не навсегда. Но Алексей не хотел этого. Вот это да, Алексей прислушался. Если бы стояла мертвая тишина, может, кто-то бы услышал шум драки. Но вдалеке в доме играла музыка, слышались звуки. Усадьба жила своей жизнью спокойной и умеренной. Ах ты, Воронов! Вновь послал их на обход. Так и хочется этому спецу что-то вынюхать. Может, что-то другое? Не было времени размышлять. Один зашевелился, что-то промычал. Приподнялся, помогая руками. И тут же мощнейший удар заставил уснуть ненадолго. Алексей послушал второго. Никаких признаков. Что делать? Что делать? Скоро они все равно проснутся. И все на смарку. Недолго думая, закинул руки одного за спину, обхватил бечевкой. Также другого. Сумку на шею схватил за грудки и потащил вглубь леса. Быстрей, быстрей. Он почти бежал, не чувствуя их веса. Хотя каждый был порядком тяжеловат. Подтащив к забору, бросил на землю. Достал из куртки, уже взятой с собой, для этого куски материи. Затул обои рты, сверху закрутил скотч. Прислушался, дышит. Скоро очнутся. Растянул обоих. Привязал ноги друг к другу. Шею прижал к дереву, мотал веревкой. Будут дергаться, сами себя задушат. Очнуться, надо подсказать. Алексей недолго ждал. Вскоре зашевелился один. Потом замычал второй. «Ребята, значит так. Мы вас не будем бить. Если вы будете вести себя благоразумно, приглушенно, почти шепотом, но жестко», — сказал Алексей. «Меня вот оставили покараулить вас. Да предупредить, когда очнетесь, чтобы не дергались, а то задушитесь. Давно мы за вами пасем», — сказал он вперемешку с жаргоном. «Может, примут за уголовников, хотя вряд ли, но постараться можно, на время мозги запудрить им. Богатая хибара, деньжата поди имеется, а?» Оба быка лежали, уставившись на Алексея в полном умопомрачении. Наконец один что-то замычал. Алексей придвинулся к нему. «Сниму кляп, орать не будешь?» Бычара пошевелил головой в знак согласия. Алексей приподнял огромный сук над его головой, который он прихватил, когда еще они были в отключке. «Ну ты понял», — тот кивнул. Он минут 5 спрашивал охранника, ненавязчиво давая понять, что здесь не один, и что вырубили их колами. Поверят, не поверят, ему наплевать. Главное, он предсказал и подсказал им тему, как оправдываться. Все равно вернее будет, что их вырубили трое, а не один человек. А как связь, когда вас схватятся? В любой момент может быть, по рации. Рации не было, значит, на месте драки. Ну ладно, вы тут полежите, ребята, а мы попробуем все же хатку взять. Чует мое сердце, здесь есть деньжата. «Не советуй», — промычал лежавший. «Там охрана еще, не наша, кавказцы. Туда нас даже не пускают, во второй половине, в дальних зданиях. А вас сколько? 2 по наружному, 1 внутри. А вообще 12 их там. Когда как?» Алексей не стал больше спрашивать, время уходит.
могут схватиться охрану. Он заткнул рот лежащим и еще раз предсказал о последствиях и быстро двинулся в сторону места драки. Перед этим отошел метров 5, сделал вид, что разговаривает с кем-то, меняя голос. Рации разрывались. Делать было нечего, нужно срочно уходить. Прихватив сумку, он растворился в темноте.